Всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. По многочисленным просьбам моих подписчиков в этом выпуске я покажу, как сделать имитацию кирпичной кладки из гипсовой штукатурки. Это самый дешевый вариант. У нас будет кирпичная кладка, практически как настоящая, ее даже можно зафуговать. И мы эту кладку покрасим белой краской. Значит, имитацию я буду производить на таком вот импровизированном стенде. Стенд этот сделан из гипсокартона и замазан плиточным клеем. Я, значит, сделал аналог оштукатуренной стены. То есть это или бетонная плита панельного дома, или просто цементно-песчаная штукатурка. Нам понадобится гипсовая штукатурка. Условие какое: штукатурка должна быть качественная и пластичная. Я выбрал Weber Vitonit Profi Gips. Миксер для замеса штукатурки или дрель. Обычный упаковочный скотч, кисточки, маяки, болгарка, обычный пузырьковый уровень шпателя, ну и емкость для замеса штукатурки. Стенд я предварительно загрунтовал. Если вы будете делать кирпичную кладку на стене из обычной цементно-песчаной штукатурки или гипсовой штукатурки, то достаточно обычной грунтовки. Если же это панельный дом и стены из бетона гладкие, то тогда рекомендую использовать бетон-контакт. Я выбрал кирпич размером 250 на 65 с учетом толщины шва между кирпичами 10 мм. Сымитировать можно абсолютно любую кладку, природный камень, все что угодно. Приступаем к разметке. С помощью обычного пузырькового уровня мы расчерчиваем стенд. Значит, отмечаю 26 сантиметров. Кирпич 25, с учетом шва 10 миллиметров, получается 26. Размечая кирпичи, не забывайте про шов. Добавляйте 10 мм. Иначе кирпичи будут выглядеть неестественно. Следующий этап работы: мы разрезаем обычный упаковочный скотч на 4 части при помощи болгарки. Края должны быть рваные, не надо их делать ровные. Тогда кладка будет выглядеть более естественно. У нас получаются вот такие вот куски с неровными рваными краями. Также рекомендую использовать диск не по металлу, а по бетону или плитке керамики. От диска по металлу скотч плавится. Приступаю к наклейке скотча. Сначала наклеиваю линии по горизонтали. С краев обязательно оставляю запас, чтобы потом можно было этот скотч выдернуть из штукатурки. Такая кирпичная кладка вообще очень хорошо подходит к стилю лофт. Это сейчас в тренде. Эта кладка может быть крашена, можно сымитировать настоящий кирпич, покрытый лаком. Достаточно добавить только в гипсовую штукатурку красителей. Ну и в принципе это практично, потому что не требуется такая качественная подготовка стен. Можно просто устранить дефекты, замазать, погрунтовать и сделать
имитацию кирпичной кладки, сделать кирпичную стену, покрасить ее краской. И в принципе в дальнейшем в эксплуатации, если вы где-то испортите стену, собьете какой-то кусок, достаточно взять просто кисточку и валик, закрасить на такой поверхности, дефекта видно не будет. Обязательно вертикальные полоски надо наклеивать поверх горизонтальных, потому что мы будем вырывать горизонтальные, и у нас автоматически будут вырываться вертикальные. Вот как это выглядит. Скотч можно использовать любой. Самый дешевый — это упаковочный. Теперь мы можем приступать к затворению штукатурки. Я не случайно выбрал эту штукатурку. Эта штукатурка суперпластичная, и к тому же она усилена микроволокном. С ней очень легко работать. Значит, если вы новичок в этом деле с гипсовой штукатуркой, то тогда рекомендую ознакомиться с инструкцией и не замешивать сразу большое количество. Потому что если штукатурка схватится, если вы не успеете выработать раствор, она просто схватится и придется все выкидывать в мусорку. У этой штукатурки время работы 40 минут, время жизни раствора. Поэтому рассчитывайте то количество, замес на то количество, чтобы за это время выработать раствор. Желательно штукатурку замешивать в один заход. Налили воду, засыпали, перемешали и израсходовали за 40 минут. Консистенция у штукатурки должна быть воздушная. Она не должна быть жидкой, не должна быть густая. Вот, в принципе, то, что нам и надо. Наносить я буду следующим образом. Я сюда просто на штукатурку прилеплю маяк с одной стороны и с другой, для того, чтобы сделать просто равномерный слой. И второй. Теперь правилом просто стягиваем то, что у нас получилось. Я достаю маяки и замазываю отверстия от маяков штукатуркой. Таким нехитрым образом у нас получается примерно равномерный слой. Гладкая поверхность нам не нужна. Нам нужна, наоборот, такая природная небрежность. Очень хорошо для таких целей подходит обычный пакет. Целлофаном можно примять, где-то сделать какие-то неровности. Теперь мы ждем, покуда раствор схватится. Важно не пропустить момент. Если штукатурка высохнет, то вы просто не сможете выдрать скотч. Штукатурка понемногу начала схватываться, поэтому мы можем уже приступать к формированию кирпичей. Теперь эти кирпичи немножко надо скруглить. Берем обычную кисточку, воду и таким вот образом скругляем те края, которые вырвались скотчем, чтобы не было острых углов. Какую придать форму кирпичу, это уже лично ваше желание. Можно придать форму старого кирпича, можно
чуть было раньше вытащить скотч, покуда штукатурка свежая, и он получился бы более аккуратный. Я лично предпочитаю, когда кирпич похож немножко на такой старый камень. Кирпич готов. Теперь осталось подождать, покуда штукатурка высохнет, и все это дело можно покрасить. Кирпичи высохли, теперь можно приступать к покраске. Красить будем обычной белой водоэмульсионной краской. Если у вас площадь большая, то, конечно же, целесообразно красить методом напыления. Это безвоздушная покраска или краскопульт. Так как у меня стенд маленький, я буду красить обычной кисточкой и валиком. 2 слоя. Спасибо за внимание. Если было интересно, конечно же, поддержите канал лайком. Также подписывайтесь на канал. Еще меня интересует такой момент. Прошу ответить в комментариях, что вы думаете по поводу таких вот кирпичей, как отдельный элемент интерьера. Что я имею в виду? Если этот стенд взять в какую-нибудь цветную рамку, допустим, там в синюю, и повесить отдельно с подсветкой на какую-нибудь покрашенную стену, как это будет смотреться? Хочу узнать мнение своих зрителей, подписчиков, что вы про это думаете.